Поехали, да? Камера идет? Александр Стальевич, насколько я понимаю, в августе 98 года Лужков начал предпринимать достаточно серьезные усилия, чтобы стать премьер-министром. Объединился с коммунистами, помог 2 раза провалить Черномырдина в Думе, когда Ельцин снова выставил его кандидатуру. Встречался с некоторыми сотрудниками администрации президента, с замами Валентина Юмашева, и даже, насколько я понимаю, сумел многих перетянуть на свою сторону. Это они с ним встречались, мне кажется, не он с ним, они к нему побежали. Вопрос скорее не про Лужкова, а про Ельцина. Почему, несмотря на то, что достаточно многие были готовы поддержать Лужкова, и это были совсем не только коммунисты, для Ельцина Лужков никогда не был приемлемой кандидатурой на пост премьера, или там потенциального будущего президента? То есть вот про Черномырдина в качестве преемника, насколько я понимаю, Ельцин был еще готов думать. А вот Лужков никогда и ни при каких обстоятельствах. Что в Лужкове так категорично не устраивало Ельцина? Я историю их отношений, историю возникновения их отношений не застал, да, там она какая-то, там много всего могли быть какие-то слои в этих отношениях еще, но из того, что я видел, как я понимал эту ситуацию, мне кажется, у Бориса Николаевича в голове такой идеи вообще быть не могло, выдвигать Лужкова в премьер-министр, то есть всерьез так. Понятно, что это обсуждалось вокруг, и на ум приходило, но так, чтобы он это для себя всерьез рассматривал, мне кажется, мне это трудно представить. Мне кажется, что он понимал, что все-таки Лужков, как сказать, чтобы его не сильно обидеть? Чтобы обидеть, но не сильно. Нет, во-первых, нет, конечно, Лужков популист. То есть это его главное качество. Все остальные, они абсолютно вторичны. Он абсолютный популист. И, в общем, человек на таком уровне, для которого это основное качество. То есть, наверное, все политики в той или иной степени популисты. Да? Просто вопрос градуса. Да? Наверное, любой серьезный политик, который хочет быть президентом, премьер-министром даже, он, наверное, думает о том, как он отражается во мнении людей. И в этом смысле ему в какой-то дозе популизм не чужд, наверное, любому практически политику. Но когда это становится основным и доминирующим качеством, то это, кажется, серьезный минус. Особенно для страны, которая находится внутри такого мучительного переходного периода, да, и когда надо иногда делать непопулярные вещи, иногда они всегда плыть по течению вот для того, чтобы просто нравиться как можно большему числу людей. Кажется, что Лужков в этом смысле был человек не приспособленный совсем для такой работы и не готовый совершать какие-то серьезные действия не популистского характера. Вот. Во-вторых, мне трудно судить, на самом деле, я как-то про это никогда с Борисом Николаевичем не говорил, но мне кажется, Лужков еще и не очень умный человек. Все-таки так. Хочется, чтобы президент был умный человек. Он может быть разный, у него могут быть достоинства и недостатки. Но неумного человека совсем не хочется видеть. Даже если у него есть плюс к этому еще какие-то другие достоинства. Мне кажется, Юрий Михайлович все-таки не титан мысли. И думаю, что третье, конечно, что не могло не приходить в голову Борису Николаевичу, это то, как Лужков управляет городом, и как он эту же схему управления в случае прихода к власти может перенести просто на уровень всей страны. Вот. Как решаются все бизнес-вопросы, как принимаются основные решения и так далее, и так далее. Это, конечно, такая какая-то дикая клановость, такая прямо возведенная до совершенства. Да?
Ну вот, я думаю, что в сумме все это. Мне кажется, все это вместе не позволяло Борису Николаевичу всерьез как-то там думать о таком варианте. И наоборот, наверное, отталкивало. Да, отталкивало. Почему к нему побежали? Ну, мне кажется, это не он к ним прибежал, к вышеперечисленным нашим товарищам, коллегам, а скорее они к нему. Но все-таки он смотрелся довольно сильно. К нему побежали как к сильному лидеру, харизматичному, и у которого довольно уж казалось кому-то высокий шанс на успех. Высокий уровень популярности, энергичный, сильный, много денег, и вообще, почему бы и не он. Он тогда смотрелся действительно, чему нельзя отказать Лужкову. Ну, безусловно, он харизматичный лидер, у него вот этот вот какой-то талант есть, такой нравится людям. И, безусловно, мы тогда смотрели тоже какие-то уровни поддержки, доверия и так далее. По всем этим параметрам, ну не по всем, но по многим из них он смотрелся довольно неплохо и лучше действующего президента, на минуточку. Поэтому он, конечно, воспринимался как некая альтернатива и как центр силы. И все же так или иначе думали, а что потом, а кто потом. Ну, вот он казался некоторым и топ-чиновникам, и не только им, и людям вокруг, он казался вполне себе претендентом на то, чтобы стать в будущем лидером страны. Поэтому к нему побежали. Если не возражаете, мы не будем сегодня строго придерживаться хронологии, а немного попрыгаем. Я просто боюсь, что на какие-то самые важные темы у нас не останется времени. Ну, вот один из таких устоявшихся нарративов того времени, что Путин с помощью КГБ организовал взрывы домов осенью 1999 года для того, чтобы получить повод жестко действовать в Чечне, что в свою очередь помогло взвинтить его рейтинг. Вы можете как-то порефлексировать на эту тему? Трудно отвечать, конечно, на такие абсурдные обвинения. Ну, во-первых, мне кажется, это совсем аморальная, да, такая. То есть, наверное, политика вещь не всегда стерильная, иногда приходится как-то там действовать жестко и ради достижения каких-то целей там чем-то жертвовать. Но мне кажется, вот гипотеза о том, что власть могла там что-то взорвать таким образом, ну, это прям там должны были бы находиться какие-то дикие звери, да, которые вообще в которых ничего живого вообще нет, что в общем, не соответствует действительности. Во-вторых, если отбросить вот такие вот, ну, какую-то эмоцию, да, то даже с точки зрения рациональной такие вещи, мне кажется, только безумец может планировать и рассчитывая на то, что они могут привести к какому-то политическому успеху. Это никогда не непредсказуемые вещи, ни реакция общества, ни к чему это приведет. Это может в результате таких жутких стрессов можно потерять популярность или, наоборот, приобрести ее. И никогда не понятно. Ну, допустим, американская история с 11 сентября. Да? Произошла жуткая трагедия. Президент страны потерялся, метался по стране, ничего внятного не мог сказать, процессом толком не управлял, не проявил себя в этот момент как какой-то более-менее серьезный лидер. В течение короткого срока рейтинг у него подскочил до какой-то неописуемой высоты. Непонятно, да? То есть угроза, она приводит, вот, видимо, и вот в каких-то случаях ты можешь за счет лидерства, за счет того, что ты защищаешь людей, подняться, а иногда это просто вот такая иррациональная тяга людей сплотиться, несмотря ни на что, вокруг человека, который, в общем, довел ситуацию до этого 11 сентября. Да? Поэтому трудно сказать мне.
очевидно, что это была такая жуткая история, это была такая... Понятно, у нас все тогда было прозрачно, силовые структуры были в относительно разобранном состоянии, озлобленность наших противников там, на Кавказе, она... Ну, это как зверь, загнанный в угол, да, он там начинает бросаться на всех, на кого угодно. Когда они чувствуют какую-то угрозу, они там начинают делать все. Ну, собственно, это что такое терроризм? Это крайняя степень реакции, когда погибают ни в чем не повинные люди, и, в общем, это просто желание запугать, подавить, да, деморализовать и так далее, и так далее. Вот, ну, мне трудно отвечать. Собственно, я и тогда, мы были в Кремле, мы слышали эти обвинения, но мне кажется, такая, в общем, недобросовестная, скорее, политика оппонентов, которые исходили из того, что все средства хороши, и вот это может дать им какой-то политический выигрыш. Но эти обвинения в том, что во взрывах могла быть задействована ФСБ, появились все-таки не на пустом месте, да? Там была история, когда милиция обнаружила, забыл в каком городе. В Рязани. Да, в Рязани. Несколько мешков с этим гексогеном, объявила, что предотвращен теракт, и что анализ подтвердил, что это на самом деле был гексоген, а потом вдруг ФСБ заявила, что это были учения, что в мешках был сахар и так далее. Ну и сразу возникло миллион вопросов и подозрений. У вас есть какое-то объяснение этой истории? Ну, мы все-таки, мы все, и силовые структуры тоже, они все-таки вышли и выросли из советской власти, когда власть не умела, ей не надо было быть открытой, да, и реакция тех же силовых структур на всякие вызовы, тем более такие драматические, она не всегда адекватна, да, и перемешаться могло что угодно. И реальные учения, которые они сплошь и рядом тоже тогда проводили, это же реально была ситуация, они реально учили своих коллег в разных регионах, как реагировать на те или иные действия. Для этого они действительно проводили какие-то учения и так далее, и так далее. А иногда на какие-то реально произошедшие драмы они тоже неадекватно реагировали, пытаясь что-то скрыть или пытаясь там на кого-то перевести стрелку и так далее, и так далее. Но поэтому все были не идеальны, и они, наверное, были не идеальны. Но в чем я точно их не могу подозревать, в том, что они совершали террористические акты, чтобы убивать... Чтобы выиграть войну. Да, чтобы выиграть войну или чтобы у кого-то поднялся рейтинг и так далее. То есть я допускаю, что люди в силовых структурах совершали разные ошибки, организационные, пиарочные, какие угодно, но я точно абсолютно не верю в то, что они могли это делать. Вот у меня сложная довольно история отношений с коллегами из силовых ведомств, с разными, с кем-то дружеские, с кем-то не очень и так далее. Но уж в чем я никогда не мог их подозревать, даже тех, с кем у меня были сложные отношения в таком варварстве. Мне кажется, все-таки это всегда были люди, которые думали, которые понимали границу между добром и злом, и вот в данном случае это абсолютно не тот случай, когда они могли эту границу перейти. Угу. Ребят, закройте дверь, пожалуйста. А там скрип какой-то, его слышно. А? Там скрипит что-то за дверью, так не слышно, а на записи слышно. Александр Стальевич, при вас формировались несколько правительств. Одно другого лучше. Да, но я снова вернусь к теме семьи, к которой мы уже с вами в прошлый раз коснулись. Укоренился уже этот нарратив, что поскольку семья принимала все решения, то семья же и назначала премьеров. И вот, возглавив правительство, эти премьеры не были в состоянии выбирать собственных министров, создавать свой кабинет, потому что вот эта семья давила на них и контролировала все их действия.
Поскольку и вы считались членом этой семьи, расскажите, пожалуйста, как это все происходило? Постоянно давил, конечно, да. Как иначе? Нет, ну, во-первых, сам по себе термин «семья», он все-таки возник в конкретном историческом контексте. Это была, если мне память не изменяет, это была смена правительства Примакова. Да. Июнь 99-го, наверное. Это май даже. Это май 99-го, отставка Примакова. Угу. И в этот момент и кто-то придумал этот термин. НТВ, наверное, да. Они, как самые талантливые ребята, они это и придумали. До этого такого термина не существовало. Так сказать, какие-то внешние предпосылки, наверное, им в голову могли прийти, потому что, Таня Юмашева, она, тогда еще Дьяченко, она была советником президента формальным, да, то есть она работала. Являлась ли она при этом членом семьи президента? 100%. Очевидно, мало того, дочерью являлась. Поэтому само по себе это могло, на это можно было нанизывать все, что угодно. Она семья. Папа, дочка, а их близкие друзья, они уже ты вокруг этого сконструировал эту историю. Поэтому, мне кажется, во-первых, это конструкция, когда какие-то родственники президента участвуют в его администрации. Я не могу сказать, что это шедевр управленческой мысли, но так в жизни происходило в разных странах. Во Франции это бывало, да, и в других странах такие примеры есть. Я бы не сказал, что само по себе это является чем-то страшным или плохим и так далее. Зависит от чистоплотности людей и зависит от их набора их деловых качеств, содержательных и так далее, и так далее. Что касается влияния на этого сообщества людей на какие-то назначения, мне кажется, любые назначения такого рода – это плод каких-то размышлений, дискуссий, редко совещаний. Как правило, это какая-то неформализованный сбор и обобщение различных мнений. Это так происходит во всех странах. Да? Любой человек, который, допустим, не любой, а, допустим, в Соединенных Штатах человек становится президентом, он идет в консультации. Сплошь и рядом мы видим, он из своего штата притаскивает, был там Буш, притащил кучу людей из Техаса. Там приехал другой президент, он с собой притащил каких-то людей, с которыми он прошел какие-то испытания, которых он знает, на которых он может положиться. Сейчас на Украине Зеленский, там какие-то люди из Запорожья появляются. Это в этом смысле, когда Борис Николаевич пришел, он к власти в России, он, безусловно, с собой каких-то людей из Екатеринбурга привел. Не могу сказать, что мы в этом смысле сильно отличаемся. У Владимира Владимировича Путина, у него много его сотрудников приехали за ним из Санкт-Петербурга. Мы в этом смысле не отличаемся ни от чего, что происходит в мире. Что касается влияния этих людей, от какой-то референтной группы на формирование правительства или администрации президента, мне кажется, любые советники, помощники, заместители руководителя администрации, безусловно, какое-то влияние имеют. Потому что иногда их мнение спрашивают, иногда они инициативу проявляют, что-то говорят. Мне кажется, это и происходило так, и происходит, и будет происходить всегда. И любой лидер, который формирует свою команду и формирует правительство, он, как правило, это делает не в безвоздушном пространстве. Он при этом советуется с какими-то людьми. Это могут быть формальные советы, это могут быть неформальные советы, в том смысле, что эти люди могут работать у него в администрации, могут не работать. Никто не может запретить президенту или премьер-министру при формировании правительства что-то с кем-то обсуждать. Мне кажется, это просто жизнь. Я бы тут не преувеличивал бы и не приклеил бы к этому никакие лейблы. Да? Но если содержательно поговорить обо всех этих правительствах, в общем, во всех этих правительствах, я могу сказать, я, наверное, был довольно влиятельным чиновником, но
В этих правительствах были разные люди. Кто-то из них был мне симпатичен, кто-то был не симпатичен. С кем-то я был на одной волне и считал бы их скорее своими единомышленниками. С кем-то скорее наоборот. Ну и что? Это жизнь. Поэтому, мне кажется, это просто скорее был такой козырь в какой-то пропагандистской борьбе и не более чем. А расскажите, пожалуйста, поподробнее про Татьяну Юмашеву. Какая у нее была роль? Как вы с ней взаимодействовали? Какое влияние она на самом деле оказывала на Ельцина? Ну и в целом, как вы ее воспринимали и как оценивали ее деятельность? И формальную в качестве советника президента, и неформальную. Это все было скорее позитивное явление или наоборот? Ну, опять же, я застал часть работы Татьяны в Кремле. Там трудно судить то, что было до этого. До этого были всякие тоже довольно драматичные события, да, которые я не застал. Я все-таки появился в Кремле, когда это был конец 97-го года, самый конец. Да, и об отставке, допустим, правительства Черномырдина узнал по телевизору. Но я к этому моменту уже как-то, естественно, и с Татьяной познакомился, мы как-то там пересекались на каких-то совещаниях или каких-то мероприятиях, но так совсем плотно мы стали взаимодействовать. Это был уже, наверное, вот прям уже совсем вторая половина 98-го года, там где-то и 99-й год и так далее. Мне кажется, Таня выполняла, во-первых, она содержательный человек, и, мне кажется, глубокий, интересный и очень ответственный. Она не какой-то... То есть она не просто занималась имиджем Бориса Николаевича, вот как этой такой функции. Она была полноценным участником разных дискуссий. Я никогда не помню, если честно, чтобы она в этих дискуссиях как-то доминировала. В администрации масса разных форматов, да, обсуждения разных политических вопросов, касающихся имиджа президента или касающихся каких-то других вопросов. Иногда люди присутствуют на этих совещаниях. На этих совещаниях присутствуют не только люди, специализированные на той или иной теме. Как правило, там более широкий круг, потому что много проблем на стыке с разными другими проблемами. И у всех людей, в том числе не занимающихся тем или иным вопросом, у них есть возможность высказываться и по вопросам, не имеющим отношения к их прямым производственным обязанностям в администрациях. И Таня была будучи одним из топ-менеджеров администрации, участником тоже этих многочисленных разных совещаний, обсуждений, дискуссий в разных форматах. И 1 на 1, и большим кагалом, и компактные совещания и так далее. Но я, если честно, не помню никогда, чтобы Таня, она вообще в этом смысле человек, она внутренний человек твердый и сильный, но она не императивна в общении с людьми. Да, она там, у нее была своя точка зрения, но я не помню, чтобы она ее навязывала. И у участника этих совещаний не было ощущения, что у нее какой-то особый статус на этих совещаниях, да, в связи с тем, что она родственница президента. Я вот даже не помню. Там с ней могли согласиться, не согласиться, вполне остро поспорить. То есть это никогда не отражалось на качестве дискуссий ее какие-то родственные связи с Борисом Николаевичем. Вот, поэтому... Но она при этом, безусловно, содержательно участвовала во многих мероприятиях по разным вопросам и, в моем понимании, приносила довольно большую пользу. Это первое, как содержательный человек. Иногда бывали ситуации, когда она помогала все-таки в каких-то коммуникативных ситуациях, когда надо было что-то более тонко обсудить с Борисом Николаевичем. И, понятно, что с одной стороны она сотрудница администрации, с другой стороны они иногда и дома пересекались как-то. И, у меня даже как у руководителя администрации при очень добрых отношениях с Борисом Николаевичем, но не всегда была возможность, не всегда было корректно в любое время суток его доставать. Когда что-то стряслось, это понятно, а когда не стряслось, Таня здесь помогла, она могла о чем-то
переговорить, передать какую-то информацию, смягчить надо какую-то обиду Бориса Николаевича там, на кого-то. Таковое тоже бывало. Вот, поэтому она была в некоторых случаях таким помощником в коммуникациях с Борисом Николаевичем в тех ситуациях, например, когда он себя неважно чувствовал, болел в тот период, который я застал, когда я был в администрации, это случалось время от времени, и в этой ситуации тоже там Таня помогала в каких-то коммуникациях. Но это никогда не было ее важнейшей функцией в Кремле. Да. Ее важнейшей функцией всего была какая-то содержательная работа наравне с другими сотрудниками администрации. Давайте тогда поговорим о вот этих пресловутых гарантиях, которые Путин дал Ельцину, когда тот ушел в отставку. Ну, или якобы дал, да. Есть такое сложившееся уже представление, что существовали какие-то негласные договоренности между Ельциным и Путиным о том, что Путин обеспечит неприкосновенность Ельцина и его семьи, сохранит условия жизни, гарантирует сохранить какие-то кадровые позиции. Например, вы остаетесь главой администрации, Касьянов премьер-министром, какие-то другие министры остаются. Расскажите, на самом деле существовали какие-то негласные договоренности и в каком формате такие переговоры вообще могли происходить? Ну, вообще вокруг любой политики всегда много мифов. Но для тех людей, которые хорошо знали Бориса Николаевича, а мне посчастливилось быть одним из этих людей, который с ним довольно много взаимодействовал, с трудом себе представляю хотя бы какой-то примерный разговор о гарантиях между ним и потенциальным преемником. Но это настолько ниже его достоинства. Он вообще себя так не ощущал, что он может с кем-то таким образом разговаривать. Это, я даже физически себе представить этот разговор не могу. Это, конечно, полная небылица. Поэтому эти мифы порождаются, понятно, что их рождают не те люди, которые знали Бориса Николаевича, но те, кто знали, они понимали, что этого в природе быть не могло совсем. Просто для него это было бы какой-то, это был бы не Борис Николаевич, а кто-то другой. Если бы он завел разговор с кем-то: слушай, давай я тебя назначу, а ты мне гарантируй, пожалуйста, то еще 5-10, но прямо такая совсем. Я вообще не уверен, что уходящие президенты такие разговоры ведут. Но уж если даже кто-то и ведет такие разговоры, Борис Николаевич, это точно не относится к числу таких людей. И, в общем, во всех... Я не помню, чтобы эта тема как-то вообще обсуждалась. Какие-то гарантии, не гарантии, кадров, чего-то еще. Да? Я не помню, я, может быть, рассказывал мой собственный пример, как я увольнялся и переназначался. Нет. Может, не рассказывал, не помню. Мой глубоко личный пример, он в этом смысле, наверное... То есть, я был точно довольно высокопоставленным чиновником, которого было бы смысл обсудить, вообще его оставлять, не оставлять, или как. Это выглядело как? Когда утром 31 декабря я позвал 2 сотрудников, чтобы они готовили документы необходимые. Это была Лариса Брычева и руководитель Главного государственного правового управления, и Дима Жирков, мой помощник по юридическим вопросам. Им говорю, надо быстро готовить документы и так далее. Значит, они перечислили все эти документы. С Ларисой Игоревной мы как-то до этого говорили так. Она мне потом рассказывала, что она примерно понимала направление мысли. Еще предыдущие дни, когда я ее задавал какие-то юридические вопросы, пытаясь понять пределы возможного и невозможного. То есть она как-то внутри была готова, и потом она просто высококлассный юрист. И наряду с прочим, я говорю, и еще указ о моей отставке. В числе прочих, что Борис Николаевич меня отправляет в отставку. Я уж, честно говоря, формулировку не помню, по собственному желанию или как, или без объяснения причин. Такие указы тоже бывали просто. Они все это дело изготовили, и когда я к Борису Николаевичу пришел с этим комплектом документов, мы с ним вдвоем сидели в кабинете,
Да, перед этим мне немножко еще нервы потрепали, потому что у них что-то там, как всегда, принтер что-то заживал, что-то там. Тут мне Борис Николаевич уже позвонил, где вы там? Я же еще президент. Да, особенно в такой день. Значит, в общем, да, сейчас. В общем, наконец комплект документов у меня этот появился, и я прибежал к нему на второй этаж. Зашел, сел, отдал ему эту папку, ну, и он там стал смотреть документы эти и подписывать. Вот. Что-то какие-то вопросы мне уточняющие задавал по ходу дела. И дошел до этого указа о моей отставке. Говорит, а это что такое? Я говорю, Борис Николаевич, я считаю, что Владимир Владимирович, он должен сам определиться, неправильно мне. Формально нет необходимости. Эта ситуация у нас не прописана законодательно, что надо обязательно поменять руководителя администрации в случае, если другой человек исполняет обязанности президента. Но я говорю, мне кажется, это правильно, я же не переходящее красное знамя, чтобы так вот от одного президента к другому. Я говорю, у него должны быть чистые свободные руки, там назначать, не назначать и так далее. Борис Николаевич так что-то подумал, буквально там несколько секунд, говорит, пожалуй, вы правы. И так решительно подписал это дело. Вот. Я, естественно, когда там наступил должный момент, это надо было все на выпуск уже отправлять. В числе прочих документов этот документ был тоже отправлен, поскольку прошел незамеченным, надо сказать, да? Вот. Потому что происходили гораздо более важные события. В общем, я с пониманием к отношусь. Президент ушел в отставку, есть ИО и так далее, и так далее. Много всего, но на выпуск ушел этот документ о моей отставке. Мы продолжали, у нас там были вот всякие сопутствующие события, был обед с Борисом Николаевичем, там, вот, с кругом товарищей. Потом, значит, мы его проводили, он уехал и так далее. И дальше какие-то происходили события, какие-то бумаги, какие-то телефонные переговоры. И что-то я бегал к Путину с какими-то бумагами. А еще мы готовили его поездку в Дагестан, Чечню этим вечером, поскольку он туда должен был. Это было его решение, что поскольку там война, он должен первую поездку туда совершить, он решил туда прямо на Новый год поехать. Вот. То есть у нас хватало всякой работы в Кремле, и в какой-то момент Путин что-то мне звонит по телефону, по-моему, время уже вторая половина дня глубоко, 3-4 часа, что ли. Говорит, слушай, Саш, надо такую вот бумагу, там какой-то указ, приказ, не помню, распоряжение, что-то там надо было срочно подготовить. Срочно подготовь, завизируй, и мне быстро перетаскивай. Я ему говорю, что, Владимир Владимирович, сейчас все будет готово, быстро визировать не буду. Он говорит, а почему? Что такое? Ты против? Я говорю, нет, я не против, просто говорю, у меня таких полномочий нет. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, потому что я в отставке нахожусь, я, в принципе, здесь, я помогаю, как бы все, но на общественных началах. Вот. Но ничего страшного, никто не сказал, что президент, потому что там нет визы. И президент имеет право любые бумаги подписывать, не обязательно с визами. Говорит, подожди, зайди. Прихожу к нему, он говорит, что за фигня такая? Я говорю, не фигня, вот я ушел в отставку. Он говорит, и куда ты собрался? Я говорю, я и не думал об этом, куда я собрался. Он говорит, подожди, я имел в виду, что ты остаешься здесь, работаешь. Вот. Я говорю, я же не знал, мы это не обсуждали. У нас никаких разговоров на эту тему. Он говорит, не, давай все-таки, там дальше жизнь рассудит, посмотрим. Мне хотелось, чтобы ты остался здесь, вместе дальше работали, будет сложный период, поэтому быстро давай, готовь указ о своем назначении. Вот. Там я тем же юристам поручил подготовить проект указа о моем назначении, и где-то под вечер, значит, этот указ вышел. Этого, кажется, никто не заметил. Да, это никто не заметил. Я прекрасно понимаю. Даже, если честно, даже я это не сильно заметил, потому что хватало головной боли и без этого. Да. Это, правда, было не самое такое важное. Реально вот так получилось, что Путин пришел
на эту должность исполнять обязанности президента, и никаких разговоров ни с Борисом Николаевичем до этого не было, ни с Путиным до этого не было никаких разговоров, ничего такого не имелось в виду. Поэтому, это все-таки реально такая серьезная должность, да, в нашей государственной системе. Вот никак не обсуждалась и решалась вот так вот по ходу дела с колес. Поэтому, конечно, никаких таких систем трудно себе предположить, что какие-то разговоры на тему каких-то кадровых гарантий, вот там график кого-то назначений на 3 года вперед, там, не знаю, что это такое могло быть. Если даже в отношении такой важной, в общем, и для президента должности, как руководитель его администрации, вот это до последнего момента никак не обсуждалось, решалось с колес. Александр Стальевич, 31 декабря 1999 года Путин подписал указ о гарантиях ушедшему президенту, который юридически предоставлял неприкосновенность Ельцину. Это, естественно, подогрело все вот эти разговоры о существовании гарантий семье и в том числе о существовании каких-то дополнительных негласных гарантий. Вы наверняка не могли не принимать участие в разработке этого указа, который, кстати, потом стал законом. Как вообще родилась идея этого указа? Если честно, я вот эту вещь я не сильно запомнил, да, не был на этом сфокусирован. И из того, что у меня осталось в памяти на тему этого указа и будущего закона, это наши довольно общее рассуждение по поводу того, что наши, я имею в виду, в Кремле, да, когда готовился указ, еще в большей степени, когда готовился закон, потому что закон был гораздо более подробным, что всякие ситуации возникают в жизни, которые юридически у нас не очень описаны. Они во многих странах и в большинстве стран каким-то образом описаны. У нас просто такой и поводов не было, и традиций не было. Но во многих странах исходит из того, что президент, когда он находится в своем кресле, он принимает некоторые решения довольно сложные, иногда компромиссные, иногда жесткие. Это и объявление войны иногда, и какие-то другие судьбоносные решения. И общая логика конституционного законодательства во многих странах состоит в том, что вот на тот период, когда президент находился у власти, он должен без оглядки вот на такие вещи иметь возможность принимать важные и нужные для страны решения. И неправильно его потом вот каким-то образом преследовать за принятие такого рода решений. В большинстве крупных стран эта проблема так или иначе решена. И у нас в тот момент эта проблема не была решена. Второе, что не было решено, у нас вообще не было традиции, культуры передачи власти. И это тоже была какая-то проблема. Де-факто в новейшей российской истории это был прецедент, да, который никак не был описан. Действительно, куда бечь бывшему президенту на следующий момент, где ему жить, как вообще устроена его жизнь, какие у него гарантии безопасности, поскольку он вчера еще принимал какие-то решения, которые могли нравиться кому-то и не нравиться, как его защищать, охранять и так далее, и так далее. Это масса просто важных житейских вопросов. Во многих странах это существует на уровне отполированных веками прецедентов. В некоторых странах это довольно детально прописано законодательно. Во многих странах это как-то компромисс между первым и вторым. Но у нас ничего этого не было вообще, у нас был просто чистый лист. Поэтому это тоже был аргумент в пользу того, что как-то надо это зарегламентировать. Никаких там таких вот двойных, тройных мыслей не было. Я даже не помню, что мы прямо вот как-то уйму времени на обсуждение этого потратили. Такого не было. То есть мы в какой-то момент посчитали, что это нужно сделать, и вроде бы сделали. Я бы из этого не делал бы какую-то историю больше, чем оно было на самом деле. Спасибо. Я думаю, эту тему мы закрыли. Давайте немножко поговорим об информационных войнах, которые шли в последние пару лет, вплоть до самой отставки Ельцина. Мы уже с вами проговорили, что вот этот термин «семья» придумал НТВ, то есть команда Гусинского, судя по всему, это был Евгений Киселев. Почему так получилось, что канал НТВ, по сути, главная либеральная СМИ 90-х,
оказался противником, ну, можно даже сказать, врагом Кремля и вообще всей команды Ельцина? Ну, мне кажется, что это какая-то ошибка, которая произошла у них в голове. Мне трудно это оценить не как ошибку, поскольку вообще-то у нас вроде бы по-человечески с тем же Гусинским были какие-то отношения. У меня не было с ним исторически никаких отношений, но уже работая в администрации, там я общался со всеми крупными бизнесменами, и с ним в том числе. И даже какое-то мое, по-моему, первое интервью я давал НТВ, и это был некий сигнал, что мы там какого-то дружелюбия. Сергей Зверев был вашим первым замом? Да, кстати, да, когда Сергей Зверев, когда была вакансия зама по внутренней политике, она возникла еще раньше, после ухода комиссара, по-моему, да, и она сохранилась, эта вакансия, надо было ее замещать, и я позвал тогда Сергея Зверева, который, в общем, был явно близкий к Гусинскому человек, то есть вообще не рассчитывал на какие-то военные действия, если честно, с ними. И эти отношения, они такие более-менее нормальные, как бы, они просуществовали, вот, по-моему, вплоть до формирования правительства Степашина. И там это взорвалось в связи с тем, что, как мне кажется, что они посчитали, что какой-то злой умысел есть, и что это правительство будет им как-то враждебно. Еще они подозревали, что Аксененко станет руководителем этого правительства, а он им совсем не нравился. Ну, трудно сказать, что у них в голове прошло, но очевидно, что это произошло какое-то. Мы это увидели вдруг прямо, что называется, по телевизору, да? Вдруг поменялась эта позиция, и просто они так обрушились. Вот, то ли они посчитали, что такой пропагандистской кампанией они должны превентивно как-то повлиять на принятие решений в Кремле. Трудно сказать. Но с этого момента, собственно, отношения разладились, хотя мы несколько раз встречались и с Гусинским и выясняли отношения по разным поводам. Но вот с этого момента отношения пошли в разнос, а вся машина, это же не только НТВ было, это было «Эхо Москвы», НТВ, газета «Сегодня», какие-то там зачаточные интернет-ресурсы к тому времени уже возникшие. Вот. Все это стало работать против Кремля, как такая большая пропагандистская машина, причем довольно скоординированная и очень точная. Там это вбрасывалось что-то в интернет, через 3 минуты оно оказывалось на «Эхе Москвы», следующим утром оно попадало в газету «Сегодня», а вечером уже полировалось на НТВ. И уже все эти новости были отмытые, отполированные и так далее. То есть была прямо такая очень четко управляемая, талантливо сделанная, надо отдать должное. Там действительно куча талантливых людей была, машина. Вот даже сейчас, когда периодически идут дискуссии, что является нормальным медийным освещением происходящих событий, а что является пропагандой. Да? И пропаганда – это, как правило, некое, что-то нехорошее такое. Да? Вот говорят, ты не журналист, ты пропагандист. Это считается плохо. Это обвинение такое. Но в каком-то смысле, конечно, этот медиахолдинг, он тогда занимался антикремлевской пропагандой. Это, конечно, точно, абсолютно была такая сильно предвзятая, не всегда честная, сопровождающаяся подтасовкой фактов, но очень талантливо сделанная пропаганда, конечно. И это так все и существовало. И, по-моему, это была большая ошибка с их стороны Гусинского и его товарищей, и мне трудно сказать в конкретный момент. У меня вот есть гипотеза на тему, откуда это могло возникнуть, но тем не менее, может быть, еще какие-то у них были аргументы в головах, почему они вдруг решили перейти в такую агрессивную позицию. Мы несколько раз встречались, раза два точно, с Гусинским, выясняли отношения. У них же экономика была, у этого холдинга, довольно так просто устроено. Он набрал довольно много денег, очень много денег у «Газпрома», какие-то там сотни миллионов долларов. Потом он брал деньги в долг у всех
государственных банков, ВЭБ, ВТБ, не помню, Сбербанк, я вот сейчас не помню, но большинство крупных банков, они все ему давали довольно комфортные кредиты, и эта экономика существовала, то есть у него было больше миллиарда долгов, при том, что весь рынок медиа там, или рекламы в тот момент, не знаю, по-моему, рынок рекламы в России весь там умещался в $100 миллионов. Если не меньше. Если не меньше в тот момент. То есть очевидно, что это была некая в каком-то смысле пирамидальная конструкция, неустойчивая абсолютно, она не была жизнеспособна. Понятно, что он, собрав эти огромные деньги, Гусинский талантливый в этом смысле человек, он собрал лучших в стране журналистов, он платил им хорошие зарплаты выше, чем в любых других местах, он дарил им квартиры, машины и вообще обходился с ними очень, как-то сказать, мило. Вот. Естественно, в итоге он собрал огромный коллектив из талантливых людей. Они могли производить любой продукт. В данном случае они производили продукт пропагандистский, но вообще это реально был продукт высокого качества. Там реально огромное количество талантливых людей работало и на НТВ, и в других структурах этого медиахолдинга. Когда мы выясняли отношения с Гусинским несколько раз, вот в тот период, когда это все уже обострилось, я ему пытался как-то сказать, я говорю, смотрите, у вас такая модель, вы тотально зависите от государства, вы набрали денег у государства, у государственных банков, у «Газпрома». Если вы такие прямо талантливые предприниматели, возьмите частные кредиты, верните деньги государству, и тогда вы скажете нам, что вы реально независимые медиа. А так вы не выглядите как независимые медиа, поскольку вы находитесь на содержании так или иначе государства. Причем все эти кредиты, они были довольно льготными. Когда наступал срок погашения этих кредитов, сначала был такой разговор, типа вы нам должны продлить льготный кредит, если руководитель того или иного банка государственного вел себя не очень сговорчиво, ему говорили, так, посмотри вечером телевизор, завтра обсудим. Вечером из него делали мартышку, талантливые люди, а потом с ним продолжали разговор. Ну чего, хочешь так дальше или, может быть, все-таки продлишь нам кредит на льготных условиях? Я рассказываю не конкретную историю, а блок-схему отношений, как она существовала. Поэтому она была в этом смысле по экономике, она была довольно паразитической, по содержанию это были талантливые люди, которые делали разные продукты. В нашем случае пропагандистские. Но делали их действительно, это была талантливая пропаганда, надо отдать им должное. Вот. Но дальше эта система, она привела к разрушению, поскольку, в общем, у государственных структур не было никаких аргументов, почему нужно продолжать кредитовать эту структуру, которая таким образом с тобой взаимодействует. Да? Начались экономические проблемы у их медиахолдинга, поскольку надо было возвращать деньги. Это были не придуманные кредиты, это были реальные кредиты, длинные, жирные, большие. Когда стали наступать сроки их погашения, выяснилось, что вся эта конструкция, она не работает. Она не работает. Начался коллапс. Поэтому как-то так. Александр Стальевич, одной из главных мишеней НТВ в тот период стала дочь президента Татьяна Юмашева, тогда Татьяна Дьяченко. Были многочисленные репортажи про какие-то ее замки в Германии, рассказывали, что она украла кредит МВФ в 10 миллиардов. Был репортаж в программе «Совершенно секретно» про ее дворец в Никольной горе, и так далее. Почему именно дочь президента была выбрана основной мишенью? Это было эффективно, потому что напрямую касалось Ельцина и влияло на его репутацию? Трудно сказать, это их какой-то режиссерский умысел, видимо, был. Но, может быть, потому что они считали, что это еще и сильная точка давления на президента, потому что все-таки тут это еще и личное, да. А задача же была, в общем, наверное, у них добиться чего-то от власти, оказать давление, добиться какого-то выгодного для себя результата. Да?
Не просто там восстановить какую-то справедливость. Непонятно какую справедливость они хотели восстановить. Что, собственно, было не так. Да? Это же были довольно персонифицированные такие наезды. Поэтому, мне кажется, Таня была выбрана просто как такая болевая точка, поскольку для Бориса Николаевича, очевидно, это была не просто его сотрудница, это была его дочь. Но для любого живого человека его дочь, когда на нее так сильно наезжают и каждый день мордуют, это какой-то довольно сильный стресс. Мне кажется, ее по этому принципу выбрали. Просто как наиболее удобный способ давить на президента. Александр Стальевич, а расскажите, пожалуйста, об отношениях крупного бизнеса с Кремлем. Принято считать, что крупный бизнес, то есть вот эти так называемые олигархи, в то время, по сути, захватили Кремль. Они навязывали там повестку дня, они через вот эту семью, в кавычках, влияли на Ельцина, они назначали правительство, ну и так далее. Расскажите, как происходило вот это взаимодействие между капиталом и властью в этот период? Насколько влияние бизнеса на Кремль на самом деле было велико? Ну, опять же, я застал какую-то историю. Я не застал историю взаимоотношений Бориса Абрамовича Березовского и Коржакова, например. Там, вот эту историю я не застал. Она как там... Я пришел уже и Коржаков. Коржаков человек, с которым я ни разу в жизни не встречался. Много чего про него слышал, читал. Но ни разу в жизни даже его не видел вот так вот. Странным образом. Но вот в той истории, которую я застал, мне показалось, что она сильно преувеличена, конечно. Она сильно преувеличена. Ну, в любой стране, мне кажется, крупный бизнес, он как-то влияет на власть. Это не то влияние, которое измеряется в терминах хорошее влияние или плохое. Просто крупный бизнес – это крупные сегменты экономики. Крупные сегменты экономики – это всегда важно для государства. Если существует какая-то компания, и там работают 50 или 100 тысяч человек, мне кажется, никакому государству ни в одной стране жизнь этой компании не безразлична. Правильно? Потому что это и социальное спокойствие, и социальная справедливость, и развитие экономики и так далее. Когда вот сколько-то лет тому назад в Америке в рамках какой-то одного из эпизодов предвыборной борьбы выложили статистику посещения крупными американскими компаниями Белого дома. Я помню, что там конкретно про Google было написано, что 2 топ-менеджера Google в среднем каждый 2 раза в неделю бывает в Белом доме. В среднем. Иногда чаще, иногда реже. Вот такая интенсивность общения. Можно ли сказать, что это что Белый дом... Олигархи захватили. Да. И в большинстве крупных стран это примерно так же происходит. То есть то, что власть общается с бизнесом и с ним обсуждает, и то, что... Мне кажется, это абсолютно нормально. Мне кажется, также нормально, когда бизнес пытается лоббировать какие-то свои интересы. Это тоже нормально. Бизнес во всех странах пытается лоббировать свои интересы. Другое дело, государство, оно должно быть крепким и не должно идти на поводу у каждого такого лоббирования. Должны быть внутренние механизмы, противостоящие этому лоббированию, механизмы обсуждения в разных вариациях. Я такого зловредного влияния так называемых олигархов, или там дурацкое слово, крупных бизнесменов в Кремле не обнаружил. Понятно, у них есть свои интересы, как у любого крупного бизнеса. Иногда им может нравиться или не нравиться то или иное изменение законодательства, и они могут пытаться лоббировать комфортные для них изменения законодательства. У нас сейчас уже в порядке вещей, когда, допустим, в Государственной Думе идут дискуссии, туда приходят какие-то люди от бизнеса со своими аргументами. Депутаты слушают эти аргументы, они могут с ними согласиться или не согласиться. Когда правительство обсуждает какие-то законопроекты или правительственные решения, это в порядке вещей, когда зовут бизнесменов и с ними обсуждают, как будут развиваться те или иные отрасли, если так или иначе поменять законодательство. Иногда бывают довольно сложные истории взаимоотношений государства и крупного бизнеса. В новейшей истории, допустим, налоговые маневры, которые затрагивали интересы крупных нефтяных компаний. Это наша совсем свежая история.
Довольно жаркие споры были, да, у государства одна точка зрения, нефтяных компаний другая точка зрения. И внутри нефтяных компаний разные точки зрения по этому поводу. Ну, этот диалог, он же происходит. Я не могу сказать, что он тогда был более интенсивным, чем сейчас, если честно. Я думаю, что такое вот взаимодействие, оно и сейчас происходит, и тогда происходило. Есть ли у крупного бизнеса интересы себя лоббировать? Конечно, есть. И будут всегда. И сейчас они есть. Что они сейчас не пытаются что-то лоббировать? Пытаются. Это их интерес. Во всем мире крупные компании пытаются лоббировать свои интересы. Претензии не к ним, претензии к тому, как государство себя ведет в свете такого лоббирования. Насколько оно продавливается, не продавливается, насколько оно принимает взвешенные решения в интересах развития экономики страны в целом, а не конкретных каких-то узких корпоративных интересов того или иного лоббиста. Вот. Поэтому здесь скорее задача государства противостоять всему этому. А взаимодействовать оно надо, и, повторюсь, я не вижу, что тогда это взаимодействие было каким-то более интенсивным. Ну, я, сидя в Кремле, тогда, в общем, общался со всеми крупными бизнесменами, я даже не помню, практически без исключений. Все так или иначе, они там приходили, что-то обсуждали, и потом возникли регулярные встречи президента с крупным бизнесом. В каком-то формате Борис Николаевич встречался с этими крупными бизнесменами, в каком-то формате Владимир Владимирович, после этого и Дмитрий Анатольевич общались. То есть у всех президентов у них были какие-то механизмы взаимодействия с крупным бизнесом, и чтобы их послушать и свою позицию сказать. Естественно, и администрация, как производная от президента института, тоже обеспечивала это и сейчас обеспечивает это взаимодействие. Александр Стальевич, ну, все-таки позвольте вам тут немножко повозражать. Ваш ответ, что отношения крупных бизнесменов и Кремля в России в 90-е годы были абсолютно нормальными и ничем не отличались от взаимодействия капитала и власти в странах развитой демократии, идет вразрез, ну, не знаю, и с исследовательской литературой на эту тему, и с воспоминаниями большинства участников событий, причем даже тех, кто занимал проельцинскую позицию. И вот если эти отношения можно было считать нормальными, то почему в обществе сложился такой, ну, прям несгибаемый образ этих олигархов, которые контролировали Кремль? Ну, мне кажется, это отражение драмы, которую пережила страна вообще, и это радикальное изменение. Что произошло? Реально в стране же не было каких-то супербогатых людей, да, на старте. И потом вдруг через несколько лет они возникли. А это еще сопровождалось крайне тяжелым положением простого человека в стране. Да? Вот это вот расслоение, оно и раньше было, но оно, безусловно, увеличилось. Да? Возникли на фоне того, что бедные стали еще бедней, вдруг возникли супербогатые. Да? И это некая драма, которая, конечно, не очень умещалась в человеческих мозгах, она порождала социальный дискомфорт. И вообще все вот крупные состояния в мире, у них же какая-то сложная история, у многих из них. Они когда-то произошли, и сейчас вот никто не копается, откуда там университет Стэнфорд возник. Да? Это же тоже порождение там, американской коррупции на ранних стадиях развития. Там был вороватый губернатор Стэнфорд, да, который раздавал деньги под железные дороги, раздавал земли под железные дороги, а потом выяснилось, что он оказался тайным акционером этих железных дорог, и вообще потом он сильно разбогател. Вот. А потом, когда-то позже, там, его наследница вдова в память об их погибшем ребенке создала Стэнфорд и вложила туда часть этих денег, этого состояния. Никто же не говорит сейчас, что Стэнфорд плохо, потому что вот наворованные деньги, на коррупционные он создан. Уже несколько веков эволюции, они отмыли все это, уже никто не копается. Вот когда-то классики марксизма-ленинизма говорили, что один из них, да, что в основе любого крупного состояния лежит преступление. Это не всегда преступление, но это в изрядной степени, как минимум, это не обязательно преступление, хотя, наверное, это бывает и преступление тоже, но это некая социальная несправедливость довольно часто, в самом начале. Просто зарождение капитализма в России произошло вот
в 90-е годы, де-факто, да, и в этот момент и появились супербогатые люди, которые, конечно, во-первых, были вообще непривычны для страны, для менталитета, который еще все-таки был довольно советский. Во-вторых, это происходило на фоне того, что миллионам людей было жрать нечего, просто элементарно. Они реально с трудом сводили концы с концами. Этот диссонанс, конечно, он был для всех очевиден, и это было очень острое чувство, оно чувство социальной несправедливости. Мне кажется, это часть проблемы, которая все это породила. Вторая часть проблемы – это качество процесса приватизации, что является отдельной историей для отдельного обсуждения. Я много раз, наверное, уже сейчас, можно сказать, с Анатолием Борисовичем вел дискуссии на эту тему. Я не считаю, что процесс приватизации был идеально отстроен. Даже с учетом необходимости делать это в сжатые сроки, мне кажется, это можно было сделать сильно лучше. И качество этого процесса, оно во многом тоже породило ощущение несправедливости и вот этого социального дискомфорта и легло в основу всех этих, в том числе мифов и прочего. Но в основе была реальная социальная несправедливость. Мне кажется, это все-таки важно понимать. Это не просто выдумка каких-то пропагандистов в данном случае. Вот. Оно и у нас внутри вырастало, в журналистской среде, в интеллектуальной среде, оно и снаружи тоже описывалось теми, кто приезжал в страну. Но поэтому, мне кажется, это разные вещи. Это разные вещи. То, что, наверное, сам процесс приватизации не был убедительным для общества. То есть, надо сказать в защиту приватизации, что во всех странах приватизация – это скорее ругательное слово для простого человека. И вообще это, как правило, политически непопулярная вещь, и она не нравится. Конечно, я никогда не считал, что нам приватизация не нужна. Она нам, конечно, была нужна, потому что чем больше государственной собственности, тем больше воровства, тем меньше справедливости. Кроме того, все забыли уже, что когда эта формальная приватизация происходила, де-факто все это было уже приватизировано. Просто это было приватизировано какими-то директорами. Каждое предприятие обросло сотней каких-то кооперативов и офшоров и всего. Все финансовые потоки были приватизированы, все товарные потоки были уже давно приватизированы. Все эти предприятия были в огромных долгах, при этом на них была куча паразитов. И, конечно, необходимо было найти какого-то нормального собственника для всего этого, который уже потихонечку начнет все это налаживать. Поэтому необходимость в этом точно была, и я считаю, что приватизация была нужна. Можно ли было это сделать лучше, так, чтобы это было справедливее, комфортнее для общества, более объяснимо и в те же самые сжатые сроки? Позиция Анатолия Борисовича, что в такие сжатые сроки иначе было сделать нельзя. Я с этим не согласен. Мне кажется, что этот процесс был далеким от идеала, а можно было и в те же сжатые сроки, но сильно лучше. Это тоже породило часть этих проблем. Но с позиции сегодняшнего дня, чтобы я не выглядел как человек, который против приватизации, я считаю, что да, этот процесс прошел сильно не идеально и сильно несправедливо. Но я бы никому не советовал сейчас пересматривать то, что произошло. У нас задача, как у многих развитых стран, потихонечку отплывать от этого первоначального периода накопления капитала, но делать экономические отношения в стране гораздо более справедливыми. Слава богу, у нас есть в стране довольно много всяких богатств и всякая природная рента, которая позволяет смягчать переход к капитализму для тех людей, которым сложно встроиться, и для тех людей, которые живут тяжело. Всякие сверхдоходы от нефти, от газа, от чего-то еще. Часть этих сверхдоходов могла бы быть потрачена на смягчение этого перехода из точки А в точку Б. Это, собственно, нам всегда не очень удавалось. Это не удавалось в 90-е годы. Мне кажется, это не в полной мере и сейчас нам удается. Примерно так. Спасибо. Давайте еще к одной теме перейдем. Простите, что мы прыгаем так. Отставка Степашина и назначение Путина. Мы не договорили просто про это в прошлый раз. Как происходил этот процесс? То есть Ельцин вас в какой-то момент позвал и сказал:
Александр Стальевич, завтра убираем Степашина и назначаем Путина. Вы, скажем, удивились и сказали: Борис Николаевич, почему Путина? Или наоборот, вы пришли к Ельцину и сказали: Борис Николаевич, Степашин не тянет, нужен другой премьер, предлагаю Путина. Как это происходило? Ну и в контексте того, что все это к тому же происходило на фоне вторжения чеченских боевиков в Дагестан, да? Да. Ну, мне кажется, что... Я, если честно, я не помню такого одного разговора, что Борис Николаевич сказал, что вот все, или я пришел к нему и сказал: Борис Николаевич, надо все-таки. Вот. И я такого одного разговора не помню. Мне кажется, это какая-то ситуация, которая вызревала постепенно. Она вызревала... Мне кажется, Борис Николаевич понимал все больше, что ситуация сложная, тяжелая, там реально война на Кавказе, которая там, к тому моменту начала обостряться, и они полезли, да, в Дагестан уже и так далее. Это все тяжело. В экономике было по-прежнему тяжело. Политически Борис Николаевич понимал, как политик, что уровень его политической поддержки критически низкий, да, и надо о чем-то думать. Ему нужна какая-то поддержка. Поддержка нужна от каких-то сильных людей. Мне кажется, он при том, что он с симпатией относился к Сергею Степашину, мне кажется, и он правильно это делал, потому что Сергей очень приличный человек и порядочный и такой. Но мне кажется, он не ощущал в нем такой вот силы, готовности взять на себя ответственность за за эту войну разгорающуюся, за противостояние там, с коммунистами, и с тем же Лужковым и так далее. Мне кажется, он в этой ситуации у него было желание найти кого-то более сильного, кто мог бы подставить плечо сначала, а потом и на себя взять ответственность за это. И он вот в процессе своих размышлений он понял, что этому образу гораздо большей степени соответствует Владимир Путин, чем Сергей Степашин. Мне кажется, вот эта вот замена, она с этим связана. И, понятно, она к ней еще к ускорению этих размышлений подтолкнуло резкое обострение ситуации там на Кавказе. Я думаю, что это тоже было важное соображение. Вот. Расскажите о своих впечатлениях о Путине. Вы с ним ведь достаточно часто соприкасались, работали. Вы были замом руководителя администрации президента, он был начальником контрольного управления, вы были главой администрации, он был директором ФСБ. То есть вы соприкасались. Как он выглядел, как он себя вел, не знаю, на совещаниях, как он общался? В какой момент вы поняли, что вот этот человек может стать президентом? Какие у вас были ощущения от Путина в эти годы? Мы с ним толком, вот как-то так первый раз... Мы с Путиным. Да, мы с Путиным толком первый раз как-то пообщались, ну, на каких-то совещаниях где-то в коридорах кремлевских немножко пересекались, а толком мы с ним стали общаться, когда возникло правительство Сергея Кириенко, вот, и я поехал на заседание правительства, там тогда в этом зале заседания правительства по бокам такие парты стояли, вот такие поперек, и мы как раз за одной партой с Путиным оказались на этом первом же мероприятии, когда я туда приехал. Ну и что-то мы там сидели, шло заседание правительства, мы с ним там что-то обменивались впечатлениями о происходящем. Вот. И, ну, вот как-то оно возникло, как какое-то общение, и потом мы стали уже вот с этого момента, я не помню, когда это по дате было или что-то, но это было... Май, наверное. Ну, где-то там, да, где-то, наверное, был май 98 года, вот оно там так и так сложилось. Потом стали как-то понемножку общаться. Но сильно мы не пересекались по работе, как-то на каких-то совещаниях иногда встречались, и так иногда там что-то вот в правительстве иногда пересекались и так далее. Потом у него возникла новая функция уже в Федеральной службе безопасности, и в этот момент мы стали меньше общаться, потому что у него там как-то там свои дела возникли. Вот, уже вне Кремля. Потом я очень хорошо помню, что меня запало в какой-то момент, это была, наверное, уже зима 98-99 года, по-моему, Бардюжа был
уже руководителем администрации. И мы на каком-то совещании у Бардюжи были. Вот. Путин уже в другом качестве там был. Я помню, что мы потом после этого совещания шли по коридору, что-то вдвоем, там народ разошелся, мы вдвоем шли, и он мне что-то говорит: слушай, куда же это все катится? Мы же должны что-то сделать. Это все непонятно, куда катится. Я помню вот эти слова насчет катится непонятно куда. И видно было, что он искренне за это все переживает. И я думаю, он еще как-то вот уже как директор ФСБ по-другому это как-то ощутил. И он прямо все чувствовал, что у него какая-то озабоченность была. Тут со слова, что все это куда-то катится, и мы должны что-то сделать, чтобы это остановить, вот она была сказана. У меня прямо в этот момент я прям даже примерно помню место в коридоре, где это происходило. Вот. Ну, а потом мы, конечно, сильно больше стали общаться, когда я стал руководителем администрации, а он с интервалом, по-моему, в неделю или сколько-то стал секретарем Совбеза. Должность Бардюжи, Бардюжи совмещал две должности, да. Это был такой недолгий период, но после Бардюжи он был снова разделен, меня назначили руководителем администрации, а Владимир Путин стал секретарем Совбеза. И в этот момент у нас снова там возник период такого интенсивного общения уже по многим поводам. И он ко мне на совещание ходил, и я к нему на совещание ходил в Совбез. Это был уже в этот момент это был, наверное, такой режим ежедневного довольно интенсивного общения. И трудно сказать, это происходило как-то медленно, складывалось, да, у нас какие-то были не просто производственные отношения, а какие-то товарищеские, потом дружеские, да, и это уже там, а мы в то время, я думаю, что сейчас примерно так же происходит, довольно много времени на работе проводили с утра и до позднего вечера, и иногда после работы еще приходилось что-то обсуждать, и в выходные приходилось что-то обсуждать. Это, в общем, режим был такой довольно интенсивный. Он, конечно, я помню, как, допустим, он всегда пытался объяснить свою точку зрения, ему казалось, что я гражданский человек, мало чего понимаю в силовых структурах, что было правдой, в общем, да. Ему хотелось, поскольку был руководителем администрации, что я лучше в этом разбирался и лучше понимал и так далее. Вот. И я помню даже в какой-то момент он говорит: слушай, вот ты говоришь там ФСБшники, вот давай знакомиться с ФСБшниками. Он в какой-то вечер, не помню, то ли выходной был день, то ли будний, он позвал всех своих замов из ФСБ к себе домой в Горках 10 там, и меня. И вот у нас был такой вечер знакомства с ФСБ. Мы общались, там что-то ужинали, выпивали, играли в бильярд, и разговаривали и так далее, и так далее. Вот. У него было ощущение, что вообще вот гражданские люди в администрации, мне кажется, он Борис Николаевич, несмотря на то, что он верховный командующий, все-таки воспринимал как такого гражданского скорее человека, да, что мы не понимаем, насколько драматично то, что происходит в силовых структурах, насколько они в тяжелом состоянии находятся, и как-то несовместимо с тем, что происходит на Кавказе, и вся эта война. Он прямо искренне за это переживал, и он старался. И через какое-то время он, если честно, я сам в это врубился. Да. Он меня заставил в это врубиться. Причем как-то по-товарищески, это прям были какие-то очень такие искренние отношения, но прям реально он старался это все объяснить
Вот как ужасно, что у нас армия в таком состоянии, как ужасно, что у нас там ФСБ в таком состоянии. Он там про ФСБ тоже, в общем, довольно критично относился к тому состоянию, в котором она находилась тогда, много чего рассказывал. Вот. То есть он какой-то, вот, ему поручили этим заниматься, и он как-то очень ответственно. То есть, наверное, у него где-то в душе это и раньше было, но там, вот, поручили ему заниматься силовыми структурами в качестве секретаря Совбеза, и он прямо так всерьез этим занимался и пытался собрать всех союзников, там, и меня сделать союзником в этом деле, для того, чтобы мы становились единодушными. Он был очень ответственный, при том, что он, в общем, человек по жизни такой довольно легкий, там, любит поюморить и над собой, и над происходящими вокруг событиями, и над всеми нами. Вот. Но это у него как-то вот так балансируется с такой высокой ответственностью. С другой стороны, я понял, конечно, что он иногда избыточно отважный человек такой. Он реально, он там как-то сам этим даже гордился, я уже не помню, где он говорил, что у него пониженное чувство опасности. Мне кажется, это правда. Не уверен, кстати, что это всегда хорошо. Это в каких-то ситуациях помогает, но он реально очень смелый человек, это правда. Вот. Мне кажется, что смелый хорошо, что пониженное чувство опасности не всегда так хорошо. Вот. Ну и потом он, конечно, такой надежный друг. То есть вот у него это есть. Я там пообещал, я должен это сделать, там, чтобы мне это не стоило. И он это переносит и на политику, и на какие-то там, не только на такие человеческие, дружеские отношения, но, в общем, такое тоже ценное качество. Мне кажется, его зарубежные партнеры не всегда понимают, насколько это для него важно. Для него это такая базисная вещь. Там, пообещал. Я помню, и он даже, они об этом не знают, он их тогда защищает как-то, этих своих партнеров зарубежных. Я помню, вот у него сложились отношения с Бушем какие-то такие человеческие, как-то ему казалось, что при разных точках зрения, при жарких спорах и разногласиях, по-человечески что-то такое. Я помню, у нас какое-то было внутреннее совещание, кто-то из нас что-то, так, мы же любим, там, надо, что-то там в отношении Буша сказал такое резко. Он прервал это прямо жестко. Вот президент страны, с которой мы должны сотрудничать, и не надо вот нам это. Он серьезный человек, кроме того, у меня с ним еще добрые отношения. Давайте вот без всяких эпитетов тут. То есть так. Это тоже такое важное человеческое качество. Да. Он это ценит. Он ценит добрые отношения, он ценит дружбу. Для него это такая важная часть его жизни. Вот. Мне кажется, что он же живой человек, у него есть достоинства и недостатки. Некоторые там, ему уже все привыкли прощать, он периодически, я бы сказал, даже не очень периодически, довольно регулярно опаздывает. Не всегда пунктуален во времени. Значит, и не потому, что он разгильдяй, он вовсе не разгильдяй, он ответственный человек, он просто, это какая-то черта характера. Он там увлекается тем, что он делает до этого, и ему трудно перейти к следующему действию, прерваться, там, оборвать. У него с кем-то там содержательный разговор, ему там трудно прервать этот содержательный разговор, оборвать его на полусловие, сказав, что извини, брат, там вот время, там все. Он старается все довести до конца, доделать, и иногда переходит временные рамки, и в результате поздно приходит на следующее мероприятие и так далее, и так далее. В общем, про недостатки можем еще много поговорить, можем отдельный фильм снять про это. Договорились. Александр Стальевич, еще одна история. Считается, что Путин был одним из организаторов снятия генерального прокурора Скуратова, потому что якобы он организовал съемки вот этой пленки с девушками, он самих девушек для Скуратова организовал, якобы. И Ельцин в связи с этим обратил внимание на Путина, что вот есть такой чудесный чекист, который помог ему избавиться от Скуратова. Тот, естественно, в этот момент обвинял семью Ельцина в коррупции. В чем была роль Путина в деле Скуратова?
Ну, я, если честно, с ним... Это же при вас было все. Мне досталось оно по наследству от Николая Бордюжа, да, при котором все там, собственно, вскипело. Собственно, он тогда приглашал к себе Скуратова, они обсуждали эту ситуацию, Скуратов писал заявление, потом он с него соскакивал, это вот все Бордюжу досталось. Мне она потом досталась по наследству. Ну, вот когда она мне досталась по наследству, у меня возникло какое-то общение на эту тему, соответственно, и с Владимиром Путиным, и с какими-то другими людьми. Мне точно не показалось, что он какое-то имеет отношение к возникновению всей этой истории. Да. Мне так совсем не показалось. Мне кажется, все-таки любовь отставного прокурора к сладкой жизни, она как-то вот этому способствовала. Но мне кажется, что Владимир Путин к этому слабое отношение имеет. Вот. Но у меня в моей памяти вот он сопровождал, как это делал уже, как там секретарь Совбеза, потом как директор ФСБ. Он давал, по-моему, как там интервью, комментарии на эту тему. Было как-то, да, не помню, это было когда это было. Когда-то было, я помню, что да. Вот. Но мне никогда не казалось, что у него какая-то там личная вовлеченность в это. Для него это была просто часть его работы, мне кажется. Угу. Вот. И как-то иного ощущения у меня не было поводов, чтобы оно возникло. Буквально пару вопросов, и мы вас перестанем мучить. А расскажите, пожалуйста, про альтернативных кандидатов в преемники, которые были в голове у Ельцина в последние пару лет. Рассматривался Немцов, да, который, правда, сошел с дистанции после связи инвеста и разных скандалов. Лужков, насколько я понимаю, не рассматривался, но очень хотел. Вроде бы даже Игорь Иванов фигурировал. Да. Камера идет, да? Расскажите, почему никто из этих людей не подошел на роль преемника, хотя у всех у них узнаваемость была в разы выше, чем у Путина? Ну, мне кажется, вариант с Игорем Ивановым, Борис Николаевич как-то всерьез все-таки так в голове не было. Это какой-то был такой фрагмент размышления скорее. А что касается Бориса Немцова, то, опять же, я застал этот период, когда он уже был как-то в Думе или еще там. Вот, в мою бытность он как серьезная фигура, как кандидат в президенты уже так всерьез не рассматривал. Но он же был первым замом в правительстве Кириенко. Ну, это был короткий, да, это был короткий период, но мне кажется, вот в тот период, если честно, и про президентскую кампанию особо размышлений не было. Еще все-таки там было какое-то предкризисное развитие, новое правительство, какие-то ожидания от этого правительства. Я не помню всерьез, чтобы... Ну, вот я не помню своих ощущений, или чтобы на какие-то мысли были тогда вот соизмерять вице-премьера Немцова и кандидата в президенты. И я, наверное, у меня еще мозги в ту сторону, и у самого не очень думали. Может быть, поэтому я это не соизмерял с позиции будущего президента с каким-то возможным кандидатством в президенты. Вот, поэтому мне трудно судить. Мне кажется, все-таки пик размышлений на эту тему он был чуть раньше, да, вот, когда Борис смотрелся как яркий региональный политик или только пришел на федеральный уровень, вот только-только это все было в нове, и как-то он смотрелся как свежая струя здесь, в Москве. Вот. А правительство Сергея Кириенко все-таки была такая относительно короткая история и такая довольно драматичная. Да? Причем я бы не сказал, что эти люди ответственны за то, что произошло, потому что уже как-то казалось, что все катилось туда, в сторону кризиса, и ни у кого не было сил это все преодолеть. Вот что касается Аксененко, про это, мне кажется, я чуть лучше понимаю, потому что это уже в полной мере при мне происходило. И самого Аксененко я с ним общался, у меня с ним такие очень были хорошие такие товарищеские отношения. И мне кажется, я лучше понимаю,
что Борис Николаевич про него мог думать. Мне кажется, ему сам типаж Аксененки нравился. Он какой такой масштабный, крупный, и физически крупный, и такой довольно твердый, такой. Мне кажется, какой-то типаж, вот он с ним как-то резонировал. Да? Ему нравилось, что президент России – это вот такая какая-то фигура, в том числе и физически большая, и вообще такой вот прямо такой колоритный он был. Мне кажется, что смущало, что все-таки он был таким руководителем авторитарно-советского такого образца, вот какого-то мне кажется, он был бы вот хорошим руководителем, там, министром транспорта Советского Союза, вот такой типаж скорее был. Он еще из той когорты вот таких, скорее, советских управленцев. И мне кажется, Борису Николаевичу все-таки хотелось чего-то более современного, и это вот то, что его в том числе сдерживало. Там очевидно, что он на тему Аксененко думал, и вот как-то так по-человечески он ему был очень симпатичен и близок. Ему казалось, что вот такой человек, он будет хорошо, красиво смотреться и так далее. Но то, что он все-таки такой сильно советского типа был, мне кажется, это его смущало. Особенно для Бориса Николаевича, который сам оттуда вырос, и он там из себя это советское сам выкорчевывал. И, в общем, мне кажется, он всегда внутренне этим гордился, как он из себя это выкорчевывает, как он сам меняется, встраивается в эту новую жизнь. И для него это важная вещь была, вот этот такой какой-то советский стиль управления. Мне кажется, вот это в конечном счете как-то и не позволило ему всерьез там сделать выбор в пользу этой фигуры. Кажется, так. Александр Стальевич, тогда последний вопрос. Знакомые журналисты рассказывают, что вы с Валентином Юмашевым собирали в Кремле телеканалы, раздавали им команды, рассказывали, что и как надо освещать и так далее. Расскажите, пожалуйста, что это были за совещания, что на них происходило? Вы, наверное, не застали период, когда и журналисты НТВ ездили на эти совещания, да, потому что при вас уже шла война с Гусинским. Да, при мне не было. Что на самом деле происходило на этих встречах? Это были совещания. У нас было два совещания подряд. В мою бытность это было, в пятницу. Одно было совещание по политическому планированию, потом было совещание с телевизионными каналами. В совещании по политическому планированию, понятно, мы обсуждали график работы президента и администрации, и всего, что вокруг, на каком фоне это все происходит. Вот, где-то там на месяц вперед в общих чертах, на ближайшую неделю совсем в деталях и подробно. Вот, а совещания с телевизионными каналами, там у нас были присутствовали внешние эксперты, и социологи, такие как Саша Аслон, и там политологи, политтехнологи, типа Глеба Павловского, или какие-то там еще и другие люди иногда приглашались по мере необходимости. И руководители телевизионных каналов, и люди, которые в администрации ответственно занимаются политикой. И мы, в общем, это были скорее посиделки за чаем, такие, где мы им рассказывали, что произошло, почему, что мы планируем и как это будет происходить. И это была такая скорее общая рефлексия на эту тему. Мы получали от них какие-то товарищеские советы, как людей, которые понимают, как работает медиа, как то или иное наше мероприятие будет смотреться потом в телевизионном ящике. Иногда они нам мне довольно часто подсказывали какие-то правильные вещи. Это такой был взгляд снаружи. Вот. Это, конечно, не было вот какой-то там раздача заданий. Это был какой-то товарищеский разговор о том, как нам вот, отстраивать нашу внутреннюю, иногда и внешнюю политику, так, чтобы ее можно было преломить в хороший телевизионный контент. Скорее так.
Ну, что греха таить. Конечно, мы иногда там могли к ним обратиться с какой-то просьбой, что-то попросить подсветить или что-то там попросить, что-то там чуть-чуть уделять меньше внимания. Но это было, мне кажется, это никогда не было императивным. Это была был такой товарищеский разговор. Больше мы извлекали пользу. Это талантливые люди там были, там и тот же Костя Эрнст, и Олег Добродеев, потом позже. Каждый по-своему талантлив, один в новостях, другой в другом. И меня точно, я считаю, что многому научился на этих совещаниях с ними вообще. Как реальность преломляется в телевизоре. Она иногда преломляется в нем так причудливо, что мама не горюй. Вот. И я, конечно, многому у них научился, и, мне кажется, мои коллеги по администрации многому у них научились. Какие-то просьбы бывали, они никогда не были императивны, это не была планерка, типа так вот, показывайте это, так ноги в руки разошлись и пошли делать. Даже близко такого не было. Вот. Но, в принципе, это нам сильно помогало. Потому что это позволяло нам приземлять наши решения по политическому планированию, понимать, что люди по другую сторону телевизора увидят про это. Это же тоже важно. Ты делаешь одно, а людям кажется совсем другое. Да? Вот как это привести, как это сделать так, чтобы люди поняли твои реальные намерения, чтобы это все не исказилось точно да наоборот. Мне кажется, это важная часть. Это было в основном про это. Александр Стальевич, спасибо огромное. Спасибо.